Авантюрин — это персонаж из игры Honkai Star Rail, который занимает место одного из 10 камней сердец и работает топ-менеджером в отделе стратегических инвестиций внутри межзвездной корпорации. Он известен своими умениями как защитника, так и второстепенного ДПС, что делает его незаменимым членом любой команды. Игровой стиль Авантюрина основан на использовании своих уникальных способностей для создания прочных щитов, которые не только защищают союзников, но и могут наносить урон, основываясь на его показателях защиты. Его основное умение, укрепленная ставка, накладывает на всех союзников щит, который поглощает значительный урон и усиливается с каждым повторным наложением. Это делает его идеальным кандидатом для команд, которым требуется дополнительная защита в тяжелых боях. Сверхспособность Авантюрина, ставка вслепую, позволяет ему накапливать заряды, которые могут быть использованы для массовой атаки, нанося урон всем противникам и увеличивая критический урон союзников по целям с навешенным статусом паника. Характер Авантюрина многогранный, он азартен, пытлив и расчетлив. Он смотрит на межличностные отношения как на форму обмена, и это отражает его жизненный принцип: кто не рискует, тот не пьет шампанского. Его способности делают его важным активом в любой команде, но при этом он имеет свои недостатки, такие как невозможность снять отрицательные статусы союзников, что может быть критичным в определенных ситуациях. Авантюрин в Honkai Star Rail выделяется как персонаж, который обладает целым рядом уникальных преимуществ, но также и некоторыми недостатками, которые могут влиять на его эффективность в зависимости от конкретных ситуаций и состава команды. Давайте разберемся с этими аспектами. Преимущество Авантюрина. Прочные щиты. Способность Авантюрина создавать и усиливать щиты делает его крайне ценным для защиты команды от входящего урона. Это особенно важно в длительных боях или против сильных противников. Защита как источник урона. Уникальность Авантюрина заключается в том, что его урон напрямую зависит от его защиты. Это позволяет игрокам сосредоточиться на увеличении одного показателя, который одновременно повышает его выживаемость и атакующий потенциал. Бонусные атаки и массовая поддержка. Сверхспособность и бонусные атаки Авантюрина способны наносить значительный урон и поддерживать союзников, повышая критический урон по противникам с навешенным статусом паника. Высокая совместимость. Авантюрин хорошо работает в командах с персонажами, которые могут проводить бонусные атаки, так как это увеличивает количество зарядов его способности ставка вслепую. Недостатки Авантюрина. Отсутствие снятия дебафов. Один из значимых недостатков Авантюрина заключается в том, что он не может снимать негативные эффекты союзников. Это может стать проблемой в боях, где важно быстро удалять такие эффекты. Конфликт ролей с другими персонажами. Его высокий базовый показатель насмешки может создавать конфликты в команде, где другие персонажи предполагается, что должны принимать на себя большинство атак. Зависимость от определенных условий. Эффективность Авантюрина может сильно варьироваться в зависимости от типа противника и условий боя. Противники, накладывающие мощные контрольные эффекты, могут значительно уменьшить его полезность. Эти характеристики делают Авантюрина мощным, но специфическим инструментом в арсенале игрока. Он требует внимательного планирования и хорошего понимания того, как и когда его использовать, чтобы максимизировать его потенциал и минимизировать влияние его слабостей. А основные характеристики для прокачки. Защита. Является основной характеристикой Авантюрина, так как влияет не только на прочность его щитов, но и на урон, который он может нанести. Стремитесь к показателю защиты в размере 3500 единиц и выше. Критический урон. Приоритетное значение этого показателя от 150% и выше. Благодаря своим следам Авантюрин может достичь высоких значений критического урона без серьезных вложений в шанс критического попадания. Скорость. Оптимальный показатель скорости для Авантюрина составляет 134 единицы. Это позволит ему быстро накапливать заряды и чаще использовать свои умения, особенно в начале боя. Шанс критического попадания. Идеально находится в диапазоне 30-50%. Благодаря своему следу Авантюрин не требует больших инвестиций в этот показатель, так как основное внимание уделено критическому урону. Световые конусы играют ключевую роль в укреплении способностей Авантюрина в Honkai Star Rail. Они не только повышают его защитные характеристики, но и могут значительно увеличить урон, который он наносит.
Рассмотрим несколько наиболее подходящих световых конусов для этого персонажа. Несправедливая судьба. Повышает защиту на 40-64%. Когда авантюрист накладывает щит на союзника, его критический урон увеличивается на 40-64% на 2 хода. При атаке противника бонус атакой повышает урон, получаемый противником на 10-16% на 2 хода. Этот конус идеально подходит для усиления защитных и атакующих способностей авантюрина, делая его еще более эффективным в боях. Момент победы. Защита и шанс попадания эффектов увеличивается на 24-40%. Особенно полезен для увеличения выживаемости авантюрина, особенно в роли танка, принимающего на себя большую часть урона, так как после получения удара от противника защита персонажа увеличивается на дополнительные 24-40% до конца хода. Материя памяти. Сторонний прирост к сопротивлению эффектам. Быстро повышается при активной игре. Отличный выбор для тех, кто ищет недорогой, но эффективный конус для повышения сопротивляемости к эффектам, что критически важно в боях с мощными боссами и элитными противниками. Плетение нитей судьбы. Увеличивает сопротивление эффектам и прирост к урону, зависящему от защиты. Может быть быстро возвышен до высокого уровня при активной игре. Подходит для укрепления авантюрина в роли второстепенного дамагера. Концерт для двоих. Общий прирост к урону зависит от союзников со щитами. Поскольку авантюрин регулярно накладывает щиты, он может максимизировать эффективность этого конуса. Это я. Предлагает хороший бонус к защите. Единоразово повышает урон от сверхспособности, направленный на конкретного противника. Отлично подходит для моментов, когда нужно сосредоточить урон на одной цели. Особенно в битвах, где противники часто сменяют друг друга. Первый день моей новой жизни. Повышает общую выживаемость союзников в отряде. Бонус на повышение сопротивления всех членов команды, что критически важно для прохождения высокоуровневого контента. Тренд галактического рынка. Предлагает дополнительный источник урона для отряда. Особенно полезен, если авантюрин находится в команде, играющей от периодического урона. Мы дикий огонь. Пассивно повышает выживаемость отряда, исцеляя союзников в начале сражения. Отлично подходит для длительных боев и поддержки команды в тяжелых условиях. Выбор Ландау. Световой конус, который усиливает роль авантюрина как танка. Увеличивает процент принимаемого персонажем урона, позволяя остальной команде оставаться в безопасности. Эти световые конусы каждый по-своему улучшает способности авантюрина, делая его более мощным и универсальным персонажем на поле боя. Выбор конкретного конуса зависит от вашей стратегии и потребностей в конкретных игровых сценариях. Для авантюрина в Honkai Star Rail выбор правильных реликвий имеет критическое значение, так как это напрямую влияет на его способность выполнять роль как защитника, так и вспомогательного дамагера. Рассмотрим подробнее каждый из предложенных комплектов реликвий и их влияние на игровой процесс. Рыцарь Дворца Чистоты. Идеальный комплект пещерных реликвий. Эффект от 2 частей, повышает защиту на 15%. Эффект от 4 частей, повышает урон, поглощаемый созданным владельцем щитом, на 20%. Этот комплект идеален для авантюрина, поскольку увеличение защиты усилит как его способности к выживанию, так и эффективность его щитов. Больше урона также делает его более эффективным в роли второстепенного дамагера. Рыцарь Дворца Чистоты 2 части и Вестник, блуждающий в хакерском пространстве 2 части. Комбинация предлагает перерост к важным боевым характеристикам, защита и скорость. Увеличение скорости помогает авантюрину чаще использовать свои способности, что критически важно для поддержания активности щитов и выполнения бонус атак. Подходит для игроков, которые хотят максимизировать частоту ходов авантюрина, увеличивая таким образом его вклад в команду. Рыцарь Дворца Чистоты 2 части и Головорез Бандитской пустыни 2 части. Этот комплект увеличивает защиту и предоставляет бонус к мнимому урону. Защита повышает как прочность щитов, так и исходящий урон, делая авантюрина более опасным на поле боя. Отлично подходит для тех, кто стремится максимизировать урон и защиту одновременно. Головорез Бандитской пустыни. Полный набор. Больше подходит для раскрытия потенциала авантюрина как саб-ДД. Важно, чтобы основные и второстепенные характеристики определенных частей комплекта повышали защиту персонажа.
Наличие Велта в отряде усиливает эффективность этого набора, так как Велт постоянно накладывает статус заключения, усиливая тем самым дамаг возможности авантюрина. Каждый из этих комплектов реликвий имеет свои уникальные преимущества и может быть адаптирован под различные стили игры и стратегии команды. Выбор оптимального выбора зависит от вашего текущего состава команды и от задач, которые перед вами стоят в игре. Планарные украшения для авантюрина в Honkai Star Rail предоставляют возможность дополнительно настроить его характеристики и усилить определенные аспекты его роли в команде. Вот подробности о каждом из упомянутых комплектов. Замерзшее Салсото. 2 части, повышает критический шанс владельца на 8. Если критический шанс владельца выше или равен 50%, то урон его сверхспособности и бонус атаки повышается на 15%. Этот комплект подходит авантюрину, нацеленному на увеличение урона. Особенно полезен, если авантюрин уже имеет высокий критический шанс через реликвии или другие источники, так как дополнительное увеличение урона от своих способностей может существенно усилить его влияние в бою. Белобок архитекторов. 2 части, повышает защиту владельца на 15%. Если шанс попадания эффектов владельца выше или равен 50%, то его защита повышается на дополнительные 15%. Подходит для усиления оборонительных способностей авантюрина, особенно если он используется как основной танк или защитник в команде. Этот комплект увеличивает защиту, что непосредственно усиливает прочность его щитов и общую выживаемость. Сломанный киль. 2 части. Повышает сопротивление эффектам владельца на 10%. Если сопротивление эффектам владельца выше или равно 30%, критический урон всех союзников повышается на 10%. Этот комплект является отличным выбором для авантюрина, так как увеличение сопротивления эффектам поможет ему выстоять против контрольных способностей противника. Повышение критического урона союзников также усилит общую огневую мощь команды, делая его весьма полезным в комбинации с другими атакующими персонажами. Каждый из этих комплектов планарных украшений предлагает различные стратегические преимущества и может быть использован в зависимости от текущих потребностей вашей команды и стиля игры. Выбор между ними должен основываться на том, какие аспекты персонажа вы хотите усилить – урон, защиту или устойчивость к контролю. В заключение, стратегия построения авантюрина в Honkai Star Rail должна быть сфокусирована на усилении его способностей как защитника, так и второстепенного дамагера. Используйте рекомендованные реликвии, световые конусы и планарные украшения, чтобы максимально раскрыть его потенциал в различных игровых сценариях. Не забывайте экспериментировать с различными комбинациями, чтобы найти идеальный баланс между защитой и уроном, соответствующий вашему стилю игры и задачам, которые стоят перед вашей командой. Если вам понравился этот гайд, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и активировать уведомления, чтобы не пропустить новые гайды и советы по Honkai Star Rail и другим играм. Спасибо за просмотр и до новых встреч в мире Honkai.